О целебных свойствах чистотела люди знали спокон веков. В древности лекари относили его к растениям, которые способны очищать организм. Эту траву можно найти не только на природе. Сегодня чистотел можно встретить во многих дворах городов, на клумбах общественных учреждений. Чистотелом траву назвали потому, что изначально ее стали применять в народной медицине, как средство против кожных заболеваний, прыщей, угрей, лишаев, пигментных пятен, веснушек. Также использовали для выведения бородавок. Например, многие виды грибков трудно лечатся. Чтобы избавиться от них, нужно правильно подобрать отнюдь не дешевые мази или растворы, а также регулярно применять эти средства. Но достаточно всего несколько раз помазать проблемные места соком чистотела, и ваши кожные проблемы навсегда исчезнут. Проверено на собственном опыте. В настоящее время чистотел применяют не только в народной медицине, но и для лечения различных заболеваний. Объясняется это тем, что входящие в ее состав алкалоиды обладают бактерицидным действием. В состав чистотела также входят вещества, обладающие успокаивающим и желчегонным действием. Своими лечебными свойствами трава обязана большому количеству содержащихся в ней ядов, их больше 20. Они убивают многие виды бактерий. В народе издавна считается, что чистотел помогает от 100 болезней. Прежде всего он устраняет кожные проблемы – чесотку, экзему, фурункулез, угри и грибки разных видов, включая псориаз и зудящие дерматозы. Чистотелом лечат тяжело заживающие раны, в том числе при туберкулезе кожи. Больные места смазывают соком чистотела или принимают ванны с его отваром. С помощью сока чистотела можно избавиться от гайморита, зубной боли, а если сок добавить в шампунь или ополаскиватель, то получится эффективное средство от перхоти и сибореи. Чистотел также лечат болезни дыхательных путей. Бронхиальную астму, туберкулез, кашель, коклюш, болезни желудочно-кишечного тракта, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаление кишечника, рак желудка, колит. Также лечат гепатит, ревматизм и устраняет проблемы со щитовидной железой. Большая часть химических соединений сконцентрирована в корнях растения. А полезных веществ в молодой траве. В начале цветения чистотел менее ядовит, поэтому больше подходит для лечения. Нет ничего лучше майского чистотела. Во всем растении содержится более 2 десятков сложных алкалоидов. В траве их количество не превышает 2%, а в корнях может достигать 4%. Например, алкалоид берберин затормаживает накопление холестерина в атеросклеротических бляшках и обладает противораковым действием при некоторых видах онкологических заболеваний. А алкалоид хелодонин оказывает спазмолитическое действие, снижая сердцебиение и артериальное давление. В чистотеле также присутствуют многие вещества, обладающие не только противовирусными, но и противоопухолевыми, а также антиоксидантными свойствами. Для лечения применяют сок чистотела, настои и измельченную траву. Но из-за ядовитости чистотел может быть опасен для человека, поэтому принимать его внутрь нужно крайне осторожно. Снизить же уровень токсичности помогут молочные продукты – молоко, творог, кефир, ряженка. Но помните, что неправильное лечение чистотела может привести к довольно неприятным последствиям. Прием настоя чистотела внутрь категорически противопоказан беременным, больным ишемической болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда, также при поносах и повышенной сонливости. Для того, чтобы получить чистый сок чистотела, нужно нарвать травы, причем не только наземную часть, но и корни, тщательно вымыть и перемолоть на мясорубке. Получившийся зеленый сок надо перелить в чистую банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник. Через несколько дней, когда он начнет бродить, нужно открыть банку, чтобы вышел газ. После того, как вы сделаете это еще 2 раза, сок будет готов. Приготовить отвар еще проще. Перемолотый на мясорубке чистотел поместить в банку так, чтобы она была заполнена наполовину, залить кипятком, подождать пока остынет и отвар готов. Настой готовится точно так же, только перемолотый чистотел отжимают и процеживают. Сок заливают водкой в соотношении 1 к 1 и ставят в темное место на 2 недели. Приведу несколько рецептов. Например, чистотел – прекрасное средство от герпеса. При первых признаках такой неприятности губы можно смазывать настойкой или свежим соком. Отвар чистотела с каланхоя помогает при зубной боли. Для этого сок чистотела и сок каланхоя нужно смешать в соотношении 1 к 1, смочить раствором ватку и приложить к больному месту. При заболеваниях желудка отвар чистотела нужно пить так. В первый день по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Во второй и последующие дни принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день, тоже до еды. При сборе травы чистотела необходимо обращать внимание на его внешний вид. Для сбора пригодны растения, которые имеют насыщенный зеленый цвет. Старайтесь собирать траву там, где чисто.